Зульцер предлагает широкий выбор аэрационных систем для очистки муниципальных и промышленных сточных вод. Основой повышения энергоэффективности подачи воздуха на очистные сооружения является выбор технологии биологической очистки и определение потребного количества воздуха на аэрацию. В значительной мере этот параметр определяется типом и характеристиками аэрационного оборудования. Таким образом, модернизацию сооружений биологической очистки наиболее целесообразно начинать с оптимизации аэрационного оборудования. В зависимости от температуры и загрязненности поступающих на очистку сточных вод, потребный для выбранной технологии расход воздуха варьируется в широком диапазоне. Оптимизация технологических решений и установка эффективных дисковых мембранных мелкопузырчатых аэраторов на основе ЕПДМ-мембран, а также использование регулируемой подачи позволяет существенно снизить потребное количество воздуха и расход электроэнергии на аэрацию сточных вод. К применяемому аэрационному оборудованию правильно применять следующие требования. Большая эффективность использования кислорода воздуха, что необходимо для интенсификации аэробных процессов, в частности нитрификации, и возможности сокращения объема аэробных зон. Широкая аэрируемая полоса. Аэрационные элементы новой аэрационной системы должны быть защищенными от проникновения песка, взвешенных частиц и организмов активного ила. Применение мелкопузырчатых диффузоров позволяет существенно увеличить общую эффективность передачи воздуха в смешанную жидкость. Так, например, при переходе со среднепузырчатой пристеночной аэрации на дисковую мембранную мелкопузырчатую аэрационную систему потребное количество воздуха на аэрацию сокращается в 2,5-3 раза. Общая эффективность системы аэрации определяется соотношением окислительной способности и общей потребляемой мощности задействованных в процессе приводов, нагнетающих воздух в систему. Стандартная окислительная способность и эффективность массопереноса кислорода не отражают в полной мере эффективность системы аэрации, если не учитывают потребляемую процессом энергию. Плотность раскладки эффективных аэраторов влияет на интенсификацию аэробной очистки и позволяет обойтись без применения дополнительных объемов. К основным характеристикам эффективности аэраторов относят также зависимость эффективности передачи кислорода от глубины погружения. С увеличением удельного расхода воздуха на единицу площади аэратора эффективность плавно снижается. Это связано в первую очередь с ростом скорости выхода воздуха из пор. С течением времени эксплуатации аэраторов происходит засорение пор. Современные мембранные аэраторы защищены от засорения способностью к смыканию пор при отсутствии аэрации и наличием встроенного обратного клапана. Максимально разрешенная для применяемого материала ЕПДМ температура нагнетаемого воздуха достигает 100 градусов Цельсия, что сказывается на долговечности аэратора без потери свойств эластичности пор. Долговечность аэраторов определяет главное условие их применения. Защищенные аэраторы способны удерживать эффективность более 10 лет, как это было доказано применением аэраторов Зульцер на северной станции аэрации в Санкт-Петербурге в период с 1998 года. Погружной аэратор XTA
Это погружной двигатель, диффузор, насос и миксер, объединенные в единое устройство. Погружные аэраторы XTA подходят для всех газожидкостных реакций при температурах ниже 70 градусов Цельсия и абсолютном давлении до 2 бар. Погружной аэратор XTA – это самовсасывающее устройство, не требующее внешней подачи воздуха, а значит, затрат на строительство воздуходувной станции и связанных с этим капитальных и эксплуатационных расходов. Погружной аэратор состоит из крыльчатки, расположенной на валу двигателя, статора вокруг крыльчатки, а также трубы, подающей воздух. Колесо вращается внутри статора, создавая вакуум и автоматически втягивая воздух через воздуховод. Погружной аэратор устанавливается на дне аэротенка без креплений. Для проведения работ по техническому обслуживанию и сервису аэратор можно поднять с помощью мобильного крана. Основные особенности конструкции. Простая и быстрая установка без опорожнения резервуара. Нет эффекта аэрозоля и нет оседания на дно резервуара. Хорошие значения переноса кислорода и эффективности аэрации. Система самоочистки. Сменные изнашиваемые детали. В аэраторе ОКИ сжатый воздух подается по гибким шлангам в нижнюю часть механизма. Это устройство, предназначенное для тяжелых условий работы, подходит как для постоянного применения, так и для работы с остановками. Применяется для аэрации в промышленной и коммунальной сфере. Он способен выдерживать агрессивные стоки различных типов, без ухудшения рабочих характеристик и без проблем выдерживает перерывы в работе, в отличие от альтернативных устройств. Когда ротор засасывает воду из нижней части механизма, пузырьки воздуха попадают в иловую смесь через его отверстие. Аэрированная вода выходит из механизма через трубы статора, причем воздух распределяется по всему объему резервуара. Преимущества данного решения. Регулируемый перенос кислорода. Хорошая перекачивающая способность. Хорошая сопротивляемость коррозии. Высокие характеристики эффективности. Особенно подходит для тяжелых условий и прерывающихся процессов. Простая и быстрая установка без осушения резервуара.
Вихревые потоки на лопастях ротора обеспечивают эффективный массоперенос кислорода. Аэраторы Oki поставляются на рынок с 1986 года. Самое простое решение для аэрации – это самовсасывающий погружной аэратор Venturi Jet. Может использоваться не только для задачи окисления, но и в усреднителях очистных сооружений в качестве решения для предотвращения осаждения.